Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить торт. Торт будем готовить на основе клубники, 2 вкусных кокосовых бисквита по краям, а внутри творожно-клубничный мусс. Очень вкусный, готовится он просто, стоит он целую ночь, чтобы застыть, но очень вкусно. Нам понадобится 2 яйца, разбиваем их в мисочку, и нам понадобится миксер. Значит, здесь венчик вам не подойдет, нужно миксером взбивать яйца в густую пену устойчивую. Посмотрите, как я взбила яйца, они увеличились в объеме несколько раз, и посмотрите, какая пена получилась. Теперь сюда отправляю сахарную пудру, сахаром не заменяйте, делайте с пудрой, как я. И добавляем сюда ванильку. Можно ванилин, но не ванильный сахар, потому что я использую пудру, не нужно добавлять крупинки сахара. Все перемешиваем, все взбили. Венчик на время я уберу и возьму сито. Сюда мы просеиваем муку, сразу вот так всю. Крахмал картофельный, кукурузным я не заменяла, делаю с картофельным, как по рецепту. Разрыхлитель. Все вот так вот, оп-оп-оп, чтобы комочки лишние ушли. Опять венчик. И все взбиваем, но только уже на самой медленной скорости или силиконовой лопаточкой. Когда немного перемешали, отправляем в тесто кокосовую стружку. Все перемешали. Теперь берем силиконовую лопаточку. И я делаю вот так вот, видите? У меня просто на миксере очень медленная есть скорость, она очень хорошо равномерно перемешивает. Вот такое должно получиться тесто. Формочка у меня диаметром 20 сантиметров. Дно устилаю пергаментом, а бока формочки немного смазываю подсолнечным маслом. Отправляем в формочку тесто и разравниваем по всей поверхности, чтобы было равномерно. Заранее духовку разогрейте на 180 градусов, отправляем в разогретую духовку на 30-35 минут, но все духовки разные, пекут разное количество времени, потом проверяйте деревянной палочкой, готово или нет. Пока печется бисквит, будем готовить клубничный мусс. Берем желатин, заливаем его холодной водой, так, и отставляем в сторону, чтобы он немножечко набух. Клубнику нужно помыть, посушить и убрать вот эти вот зеленые лепесточки. Отправляем ее в блендер и взбиваем в пюре. Вот такое клубничное пюре получилось. Запах, конечно, такой сразу давленной клубники, очень вкусно пахнет. Хорошо, тоже клубнику отставляем в сторону. Теперь часть приготовления торта, которую я не очень люблю, но если ее делать, она просто изумительный, дает легкость и вкус торту. Творог нужно перетереть через сито. Никакой блендер такой консистенции вам не сделает. Занимает это минут 15, ложкой через сито ты это все протираешь, но зато результат. Посмотрите, какой консистенции получается творог. Очень нежный, вы видите? Но это того стоит, поэтому советую вам, так сказать, приложить усилия. Теперь клубнику соединяем с творогом. Так, чтобы было экономней, вся клубничка вот так вот, а то жалко. Клубника очень классно пахнет, вот такая вот, когда ее в блендере перебить. Посмотрите, вот такое все однородное получилось. Отставляем в сторону, и я достала сливки из холодильника, сливки 33%. Сливки будем взбивать, к ним же отправляем немного ванильки, вот так, и взбиваем до пиков таких густых. Когда из сливок получился вот такой густой крем, отправляем сюда сахарную пудру. Так, теперь хочу сказать по количеству сахарной пудры. Значит, смотрите, творог у всех может быть разный, у кого-то кислый, у кого-то не очень. И клубника бывает сладкая, бывает кислая. Поэтому сегодня я добавляю 4 столовые ложки, как я указываю в рецепте, это такой средний вариант. Значит, не сахар, а именно сахарную пудру. Если у вас кислая клубника и кислый творог, добавляйте больше сахарной пудры, или уже потом во всю массу можете добавить сахарную пудру, чтобы вам было вкусно, не кисло.
Сливки отправляем в творог. Все вот так перемешиваем. Посмотрите, как вкусно. Во-первых, я вам уверяю вас, что это уже очень вкусно. Можно прям уже начинать есть сейчас. Я обычно вот в этом моменте перемешиваю и пробую. Сладко мне, не сладко. Может быть, если у вас не очень сладко, добавьте еще пару столовых ложек сахарной пудры. Желатин еще не успел застыть, поэтому отправляем всю эту массу в холодильник и ждем еще минут 10, пока застынет, так загустеет желатин. Корж испекся. Когда он немного остыл, беру десертный нож и отделяю край от формочки. Снимаем форму, переворачиваем, оп, вот так на досточку. Оно теплое, но уже не такое горячее. Снимаем пергамент и даем ему полностью остыть. Теперь берем лимон. Мне понадобится лимонный сок, 2 столовые ложки. Теперь в воду отправляем 2 столовые ложки сока. Вот так. И я беру сахарную пудру. Значит, если вы детям не будете давать этот торт, ну то есть детей у вас нет, то можно вместо воды использовать, например, белое вино. Так, столовую ложку сахарной пудры. Значит, оно должно быть кисло-сладким. Возможно, вам понадобится 2 столовые ложки сахарной пудры. У всех вкусы разные, поэтому попробуйте. Но я делаю вот так на воде, без алкоголя. Очень вкусно получается, такая кислинка легкая. В общем, вот такая пропитка у меня будет. Желатин вот так набух и застыл. Теперь его нужно растопить, но он не должен закипеть, он должен быть просто вот таким холодным. Я в микроволновке буквально на полминутки, он тает. Посмотрите, он жиденький такой стал, как водичка. И еле-еле теплый, то есть фактически он как комнатной температуры. Теперь отправляем, заливаем весь желатин вот сюда в творожную массу. Все хорошо перемешиваем. Ну все, клубничный мусс готов, отставляем в сторону и ждем, чтобы бисквит, который мы делали с вами, корж, он полностью был остывший. Всю эту массу, весь мусс, нужно убрать в холодильник, чтобы он начал застывать, чтобы он не был такой редкий. Должна быть такая, знаете, чуть более плотная консистенция, как очень-очень густая сметана. Разрезаем коржик на 2 части. Снимаем верх. Вверх сразу, посмотрите, какой рыхлый внутри. Пахнет кокосом. Посмотрите, какая структура шикарная. Теперь вот эту верхушку я отправляю в саму формочку. Я беру формочку, в которой пекла его, застилаю новым пергаментом снизу и отправляю вот сюда в форму. Лимонной пропиткой пропитываем 2 коржика. Мусс уже стал очень густой. Посмотрите, какой, видите, держит форму. Такой, как густая сметана. Не передержите в холодильнике, потому что я вот буквально 10 минут и вынимаю. Постоянно проверяю, потому что он вроде жидкий-жидкий, потом раз, и ложку уже не вымешь. Поэтому имейте это в виду. Так, перекладываем весь мусс сюда в формочку. Распределяем весь мусс вот так вот ровненько по всей поверхности. Накрываем верхним коржом. Посмотрите, какой высокий он получился на всю высоту формочки. Теперь убираем в холодильник до полного застывания. Я обычно ставлю на ночь, но если он постоит 4 часа до вечера, он уже схватится. Мне понадобится белый шоколад, 1 шоколадка, и сливки. Сливки нужно подогреть до горячего состояния, но закипеть они не должны. В горячие сливки я отправляю шоколад и буду размешивать, чтобы он растаял. Если надо, еще уберу на 30 секунд в микроволновку, чтобы до конца растаял шоколад. Так, посмотрите, шоколад полностью растаял в сливках. Вот так, сливки у меня 33%. Те, которые добавляла я в мусс клубничный, вот ими и развожу шоколад. Значит, нужно, чтобы весь вот этот ганаш постоял минуты 2-3 и начал немного густеть. Видите, он уже чуть густеет, начинает такой, знаете, вот по ложке обволакивает и начинает застывать. Значит, я выняла торт из холодильника, он постоял у меня целую ночь, полностью схватился. Сейчас подожду 2 минуты и буду выливать ганаш вот сюда вот сверху, не снимая канта формочки. Так, немного ложкой
Распределяем вот так вот до краев формочки. Посмотрите, как равномерно он уже начинает схватываться. Сверху я засыпаю кокосовой стружкой белой, вот так вот. Полностью таким, знаете, хорошим слоем. И отправлю в холодильник еще минут на 15, чтобы уже сам ганаш схватился в холодильнике. Так, ну вот, собственно, и все. Очень вкусно пахнет. Я когда достала из холодильника, мы тут все вокруг ходим, и уже очень хочется торта. Достали торт с холодильника, я беру нож и теперь аккуратно острым ножом вот так вот по краю торта я прохожусь. Открываем форму, вот так аккуратно, оп-оп-оп, снимаем. Получается вот такая красота. Сейчас разрежем, посмотрим, как получился. Посмотрите, как смотрится в разрезе. Очень красиво. Посмотрите на этот, ну не знаю, корж. Очень красиво. Посмотрите, вот большой торт, 20 сантиметров в диаметре. Он очень легкий, он так легко кушается. Такой, знаете, воздушный, нежный, клубничный. По цвету он чем-то напоминает смородину. Но на самом деле вкус клубники. В общем, вот так получилось. Вы можете добавлять не только клубнику, любую другую ягоду. И будет вкус другой, и цвет в серединке, естественно, тоже будет другой. Ну хорошо, осталось только сфотографировать и попробовать. Что хочу сказать, пахнет он явно кокосом. Ну вот из запахов, когда закрываешь глаза, только кокос. Так, теперь на вкус. Во-первых, очень нежно вот так ломается, так сочно прям ломается, я бы сказала. Так, хорошо. Пробуем. Ой, какая красота. Прям такие вот торты, вот их хочется, если они такие воздушные, нежные. Вот когда кушаешь, уже кокос так не преобладает, как по запаху. Клубнично-творожный мусс, он преобладает по вкусу. Легкая нотка шоколада сверху. Пропитка, не чувствуется, что это лимон, просто что-то сочное. Вот сочное. Он не приторно-сладкий, он нежный, легкий. Вот такой получается торт. Ну, я бы сказала, что если мы будем делать с любыми другими ягодами, по вкусу будет по-разному, по цвету будет по-разному, и торт, естественно, будет смотреться по-разному. Поэтому это такой универсальный вариант для любых ягод и любого времени года. Воздушно, нежно, так, знаете, вот такой, я бы сказала, женский торт, потому что ну, он такой вообще, сама нежность. В общем, я вам всем реально рекомендую. Выглядит он бомбезно, посмотрите. Несмотря на то, что 20 сантиметров в диаметре. Ой, упала клубничка. Очень красиво, вкусно. Вам хватит. Но я думаю, что на много человек не хватит, потому что все захотят его есть много. Вот я вам точно говорю, все захотят его есть много. Поэтому, ну, как минимум для домашних точно приготовьте. Вот такой сегодня был тортик. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, приготовьте торт. Пока!